И я понимаю, что я сейчас разговариваю с инопланетным разумом. Тебе понятно, что у вас есть поле, которое называется торсионное, и в этом поле сохраняется вся память всех предыдущих. Археологи вообще только глаза пораскрывали, рты пораскрывали. Откуда вы это все знаете? Ну как откуда? Я в торсионном поле все это рассмотрела. И стало понятно, что реально разум-то стучится. И они готовы с нами сотрудничать. И я понимаю, что я сейчас разговариваю с инопланетным разумом, что здесь вот на территории этой планеты этого нет. Нет этих знаний. И они, конечно, говорят очень интересно. Вы находитесь на первом уровне развития, мы на третьем, мы вам можем очень много передать. И потом начинается. Я их начинаю проверять где угодно. То есть я говорю, хорошо, вот что сейчас здесь находится? Он говорит, а фотографируй. Мы фотографируем, и там человек. Теперь, говорит, тебе понятно, что у вас есть поле, которое называется торсионное, и в этом поле сохраняется вся память всех предыдущих. Тут я вспоминаю своего вот этого парапсихолога. Думаю, а мы-то с ним сейчас куда ездили? Мы же ездили на Аркаим, где вот такие же раскопки провели, где этот старый город, где я всех студентов посадила определенным способом, где я стояла посередине и спускалась в эту древность, откуда я сейчас вышла, ему рассказала, как. И археологи вообще только глаза пораскрывали, рты пораскрывали. Откуда вы это все знаете? Ну как откуда? Я в торсионном поле все это рассмотрела. Поэтому это легко все знать. Это же на Земле уже было, чего бы вам не рассказать прошлое. Тут ко мне приходит следующий человек и говорит, посмотри, что я разработал. Этот человек был вообще уже из другого города, тоже приехал. Я его беру тоже с собой, говорю, ничего себе вы с папочкой разработали. С вами тоже инопланетяне говорили? Они говорят, ну, конечно. У него очень много цифр различных, цифр по Вселенной, цифр по планетам всем. И все в будущее, в будущее. Говорит, только ты можешь нас в будущее провести. Но это еще не все. Я иду в палаточный городок, выстраиваю, возле меня люди, я им рассказываю очень много. Тут ко мне подходит один объект и говорит, так, дорогая, мы всемиром должны полететь срочно к другим планетам. Корабль уже готов, без тебя нас туда не выпускают. Вот, пожалуйста, нас 7 человек, вот полетим. Мои, значит, перепугались все, палатку окружили, его не пускают, а он с мечом таким пришел, говорит, ну мы без тебя все равно не улетим, надо. И тут мне пришлось выбирать. Я думаю, у меня дети, у меня семья, у меня там куча дел, я еще столько всего не сделала на Земле, что ж делать? А интересно с ним-то полететь сразу к другим видам разума, ну почему бы не полететь на другие планеты? Ну ладно, как-то мы так с ним договорились, я говорю, слушай, ты иди, а все там стоит, а потом же мы столько уже встречали, что реально есть разные объекты, и вот эти летающие объекты. Потом меня стали приглашать. У нас там есть такой геологический институт, и там без конца стали летать эти неопознанные летающие объекты. У них очень много было разных приборчиков, и они все время меня приглашали на места, где эти объекты усаживались. И пермские объекты, и в разных лесах объекты. Главное, объекты чаще всего появлялись в заповедниках. Но это и понятно, там самое чистое, людей меньше всего, поэтому легче всего. Потом стали какие-то фотографии приносить. Потом, ну, в общем, через меня столько этого прошло. Я думаю, ну все. Если этот разум существует, и я могу любого человека подключить к любому виду разума, я теперь этим займусь. Тут ко мне приезжают такие ребята, вот экстрасенсы, такие очень крутые, которые по земле вообще все знают, любого человека там энергетически, ауры выстраивают, и что только не делают. И работают с такими объектами. Я говорю, ну хорошо, мои хорошие, вот давайте я вас начну подключать, и сами разговариваете с любым видом разума, и мне интересно. И они заговорили. Самое интересное, кого я подключала, они все заговорили, они стали все приносить эту информацию. И стало понятно, что реально разум-то стучится. И вот эти все инопланетяне, они готовы с нами сотрудничать, они готовы с нами разговаривать. И когда
пришел вообще, ну, такой шаман, это просто невозможно, алтайский шаман. И говорит: я очень хочу, подключи меня к другому виду разума. Я говорю: да без проблем, сейчас я тебя приведу. Значит, я его провожу к другому виду разума, подключаю, а разум говорит: и что ты хотел? И что ты сюда пришел? И что тебе здесь надо? Он, значит, поворачивается и говорит: а что, они и так могут? Я говорю: конечно, могут, если ты недостоин общения с ними. Почему они должны с тобой общаться? И так интересно, что с этим человеком так мы и расстались, когда я сказала: слушай, или ты ко мне как ученый приходишь, или мы с тобой больше не общаемся, потому что, ну вот видишь, вот видишь, как тебя восприняли. Поэтому, ну что вам сказать? То есть инопланетяне, они реально существуют. Если они среди нас ходят такие же, значит, как люди, нет, такого нет. А вот в каждом человеке может жить часть инопланетянина. Ну а дальше, когда я разработала уже белое время, через луч планеты, сейчас каждому можно дать подключение к этому разуму. И он через белое время сам подключается. А насколько он полезен будет этой планете или тем видам разума, это уже черное время.